VAR Rafael Leao. Quara. Zarya. Qaqbaga birden tepdi және Самому мне не верится, что всего 10 дней осталось до следующего матча сборной Грузии, но это правда, совсем чуть-чуть нам подождать, и Грузия-Украина офигенный матч. Ну а сегодня давайте посмотрим, чем занимаются в это время грузинские футболисты, поговорим про Геракла Кочарашвили, визит Чиквитадзе в гости к Гвардиоле, ну и новый титул Лаши Двали. Это Сакартвелуа номер 4, погнали! Давайте начнем с того, что билеты на ближайший домашний матч сборной Грузии разобрали буквально в какое-то мгновение. Я вообще не заметил, когда они начали продаваться. Увидел в аккаунте GeoTeam, что они уже закончились. Немного даже где-то расстроился. Я не собирался, честно говоря, на этот матч. Но вот на следующий в ноябре хотелось бы попасть. А тут, знаете, как будто бы еще не начиналось, а уже билетов и нету. Кстати, пишите в комментариях, получилось ли у вас купить билеты. И вообще планируете ли вы отправляться на этот матч в Батуми. Мне кажется, что в Батуми какая-то своя особая атмосфера на матчах сборной Грузии. Я, к сожалению, был только на молодежке там, поэтому делитесь вашими впечатлениями, если у вас такой опыт уже был. Ну а мы начнем с Георгия Чиквитадзе, который, мне кажется, что вполне претендует на звание главного героя недели, потому что, знаете, дело даже не в том, как он провел свои матчи, отдал голевую, сыграл против Манчестер Сити, на выезде вышел на замену и вроде бы навязал борьбу, показал себя Гвардиоле, можно сказать. И, кстати, Чиквитадзе проявил себя в борьбе не с какими-то, знаете, там, игроками второго-третьего состава Ман-Сити, а вполне с квалифицированными защитниками. Там был и Стоунс, и Уокер, и Йошка Гвардиол. И вы знаете, неплохо. Не знаю, по какой причине, по этой или нет, но буквально через несколько дней Георгий продлил контракт с Уотфордом еще на 5 лет. А учитывая, что Уотфорд сейчас, в общем-то, идет в верхней части таблицы, я очень хочу верить, что мы все-таки Георгия в составе Уотфорда увидим еще в АПЛ. Сезон длинный, сезон долгий, бывают травмы, бывают трудности. Но вы знаете, вот в эти выходные, например, играли уже, с Сити играли в рамках Кубка Лиги, а тут был матч уже в чемпионшипе. Сандерленд непростой соперник, и, в общем-то, он был фаворитом этого матча, но, тем не менее, Уотфорд выиграл 2-1, Георгий Чиквитадзе неплохо сыграл, у него там и точность пасов хорошая, и в дриблинг он даже сам шел. Но я здесь подробную статистику дам, если любите цифры, можете поизучать поподробнее. И мне кажется, что вполне Георгий заслужил звание Героя недели. Ну а на канале GeoTeam там выйдет большое интервью на грузинском, если владеете языком, пожалуйста, смотрите. Поэтому сегодня давайте первый тост за Георгия. Что настоящий грузин может сделать за 24 минуты? Вот. Можете ответить мне на этот вопрос? Я не грузин, но если так вот задумываться, ну, хинкали сварить, слепить нет, наверное, времени мало. Хачапури, может быть, ну, если у вас есть какой-то определенный опыт. Я пытался, честно, у меня это заняло чуть больше времени, может быть, даже час. А что сделал Лаша Двали, знаете вы? Он выиграл Суперкубок Кипра, еще один трофей в его карьере, вышел на замену уже при счете 1-0. Такой приятный счет, без лишнего пафоса, потому что соперник был сам пафос. Выиграли, довели матч до победы. Ну, знаете, трофей такой, может быть, сомнительный, не самый крутой, но, тем не менее, вот еще один трофей в коллекции грузинского футболиста. Давайте порадуемся и, наверное, выпьем за здоровье Лаши. Он в сборной Грузии тоже пригодится. Кстати, в воскресенье Лаша играл уже в стартовом составе против команды с очень странным названием «Амония 29 мая». Не знаю почему, но сам Лаша родился в мае, ему сейчас 29. И, возможно, ему показалось, что не стоит обыгрывать этот клуб. Он договорился с партнерами по команде, говорит: ребят, давайте без жертв, давайте спокойно сыграем. В итоге сыграли действительно спокойно, 0-0, не проиграли, Лаша не ошибся, команда не пропустила, шикарно, все довольны. Хотя тренер АПЛ, наверное, рассчитывал все же на победу. Ну, посмотрим, как вообще сложится европейская неделя у Лаши. Там блюда будут уже посложнее грузинских, там что-то придется готовить из ирландских ингредиентов. Получится ли ирландское рагу, совсем скоро узнаем. Еще один герой недели — это Зорико Давиташвили. Знаете, я как за своего какого-то родного переживал буквально за него и за его Сент-Этьен. После 0-8 ехать в Нант, ну, соперник такой сильный, ты фаворитом совсем не считаешься. Как вообще там играть, как настраиваться? Благо, судьба так распорядилась, что 9 дней было у команды. Не знаю, что там тренер делал
с футболистами, запирал ли он их на базе или нет, использовал какие-то другие методы. Но ничего не помогло, давайте скажем прямо, потому что в первом тайме счет был уже 0-2. Но профессионалы, Сент-Этьен, на второй тайм вышли. Зорюко, я думаю, это самолюбие задело. И он, собственно, и организовал первый ответный гол. Там он технично разыграл угловой, потом была такая подача на дальнюю штангу. И, в общем-то, партнер по команде мог мяч не трогать. Мне кажется, он уже летел туда в ворота. Вы, в принципе, сами сейчас это видите. Но, тем не менее, он так головкой немного подправил. 2-1, потом с пенальти сравняли 2-2. И Нант, до свидания, сыграли 2-2. Не смогли больше забить, поэтому очень рад за Зорюко. Вот эта серия прервалась, потому что, хотя, знаете, даже серии особо-то и не было никакой, потому что до этого-то выиграли 1-0, Лиль обыграли не кого-то, а вот после 0-8 было неприятно. Но набрали очки, слава богу, поэтому, раз уж сегодня у нас такой день тостов, давайте сегодня за Зорюко. Знаете, если мы так будем пить за каждого футболиста сборной Грузии и еще что-нибудь алкогольное, то, наверное, к концу выпуска можно действительно спиться. Поэтому давайте дальше коротко. Основные моменты, что я увидел, что было интересного у грузинских футболистов на прошедшей неделе. Буду Зевзевадзе принял участие в настоящей какой-то голевой перестрелке, уж извините меня за этот термин, но непонятно, что там происходило с его командой. Приехали в Кёльн, 0-3 получили практически сразу. Буду спросили, будто бы будешь бороться за победу, он сказал, буду, отдал голевую, стало 3-1, его партнер по команде сделал хитрик и отдал пас, он, собственно, стал лучшим в матче, Софаскор ему 10 дает, удивительно, но сам Буду Зевзевадзе получил тоже достаточно хороший балл, больше 8, и он второй по эффективности в Карлсруэ. Вообще, повторюсь в очередной раз, что хороший сезон Буду проводит, и за него точно можно порадоваться, тем более, что Карлсруэ в итоге не проиграл после такого плохого старта, сыграл 4-4, представляете? Атар Китаишвили на неделе провел 2 матча, и это все проходило в рамках чемпионата Австрии. В первой игре играли с Венской Аустрией на выезде, 2-0 забили, как будто бы все было в порядке, но потом что-то пошло не так, случилось 2 удаления, счет стал 2-2, Китаишвили все это время был на поле, потом уже тренер подумал, наверное, хватит испытывать его силы, его возможности, и убрал Атара. В выходные играли с командой Blau-Weiß Linz, вроде бы соперник попроще, но там тоже были трудности, повели, счет стал 1-1, и тут как раз таки тренер говорит, Китаишвили, иди, разбирайся. И Атар вышел, разобрался, с пенальти забил решающий гол, команда выиграла 2-1, тоже Атар молодец, штурм сейчас первый, правда, у Зальцбурга еще 2 матча в запасе. Лука Лачашвили в составе Кремонезе приехал капитаном на матч в Калери. Это был матч Кубка Италии. И вы помните, может быть, из предыдущих выпусков, что в Калери все грузины выигрывали, все двери им открывались. Там сначала выиграл Хвича Кварацхелия, вообще уничтожили они буквально Калери со счетом 4-0. После Хвичи Саба Гагличидзе там выиграл 1-0, уже поскромнее. И вот Лука, возможно, тоже подумал, что сейчас прогуляемся, будет это все как грузинский променад. Но нет, не вышло. Хозяева выиграли 1-0, и все же стоит отметить, что это был первый матч, где Лука был капитаном своей команды. Я думаю, что впереди, тем более это кубок, в кубке такое случается. Жорж Микаутадзе, который в Лионе как будто бы пока не может себя найти. Но вы знаете, если на старте проблемы были у всей команды, то сейчас как будто бы из кризиса клуб выходит. Вот в Лиге Европы обыграли Олимпиакос 2-0, там Жорж поиграл 15 минут. Потом на выходных и с Тулузой тоже поиграл уже 68 минут, уже больше. И вот, видимо, тренер все-таки придерживается какой-то ротации. Тулузу, кстати, тоже обыграли 2-1, там в концовке какой-то глубокой, дремучей забили уже на 98-й, 99-й. Уже без участия Микаутадзе, но, тем не менее, давайте отметим, что какой-то прогресс в игре Жоржа есть. Я думаю, что нужно дальше работать, и все придет. Все-таки Лион — это уже другой уровень, давайте признаем. Саба Гагличидзе в составе Эмполи опять не проиграл, его команда опять не пропустила, представьте, уже в который раз. Идет она 6-й, в этот раз сыграли в ничью с Фиорентиной 0-0. Ну, неплохо, но Саба играет по 90 минут. Я думаю, что этому точно стоит порадоваться. Может быть, еще один качественный защитник по итогам этого сезона вырастет в составе сборной Грузии. Ну, а лидирует серия А, конечно же, Наполи. И вообще, после прихода Конте, Наполи сейчас такой легкий. Даже сам Конте после матча признался, что он получает кайф от работы с этими футболистами. Говорит, что атмосфера именно та, которую он хотел. Есть коннект с игроками. Вот сначала в Кубке с Палермо было 4-0. Выпустил Хвичу, Лукаку,
Мактомине, стало 5-0, Хвичи тут не дали забить, уже как бы все было понятно. Ну, может быть, он и не так сильно там надрывался. На выходных же был матч с Монцей, который тренирует уже Алессандро Неста. Команда идет сейчас внизу, но такая, знаете, неуступчивая. И шлеп-шлеп, и 2 мяча забил. Второй мяч, кстати, как раз-таки на счету Кварацхелии. Тоже матч успешный в целом. Оценки у Хвичи неплохие, можете тут посмотреть. Ну а Наполи сейчас возглавляет турнирную таблицу серии А. Давайте еще пару слов про такие не очень заметные чемпионаты. Как там Гурам Кашия? А все у него в порядке. Знаете, такая у него была посреди недели поездка в дачный кооператив какой-то. Потому что если вы посмотрите кадры этого матча, реально как будто где-то на даче играют у меня там за городом. И вот там в кубке Слован покуражился за Селтик, как говорится, за Глазго. Получите все 6-1. Гурам забил гол. Порадовался, вообще все порадовались, не знаю, кто там вообще мог грустить. А вот на выходных уже был выезд посложнее, там даже проигрывали в какой-то момент со счетом 0-1. И в итоге выиграли 4-2. У соперника было удаление, там сложно произносимое название, я вот здесь выведу, можете попрактиковаться в произношении. Но, знаете, что самое главное, меня впечатлила точность передач Гурама Каши 97%, и при том, что передач было много, и длинные переводы там были. Не каждый раз у грузинского защитника увидишь такие цифры, здесь я аплодирую. Еще один интересный футболист прошедшей недели — это Георгий Зария. Он сделал, знаете, практически что-то невероятное для алматинского Кайрата. Я, признаюсь, я сам был на этом матче и наблюдал это с трибуны. Знаете, игра была какая-то вялая. Первый матч Кайрат 0-2 проиграл, и вот соперник приехал в Алматы, чтобы вот всеми силами оборонять это преимущество. Практически вот за линию штрафной никого не пускал. И тут Заря говорит: ребят, постойте, я разберусь. Один раз долбанул, черт знает откуда, точно в девятку. Мне кажется, даже сам не поверил, что забил этот гол. Этот гол здесь просто крутился по всем соцсетям, все его пересылали друг другу, смотрели, хватались за голову, восхищались. И во втором тайме случилось практически то же самое, но уже со штрафного. Достаточно далеко до ворот, ошибка вратаря может быть, но как закрутил Заря? Посмотрите вообще на эту траекторию мяча. Я надеюсь, что пресс-служба Кайрата поможет мне организовать интервью с этим футболистом. Будет очень интересно. Я, кстати, напомню, что Лука Гадрани уже был в сборной Грузии, а вот Заря еще нет. Может быть, Вилли Саньоль со своим волшебным биноклем увидит эти голы и пригласит. Кстати, не знаю, вот вроде бы на днях, да, должна быть оглашена заявка сборной Грузии на предстоящие матчи. Может быть, Заря окажется в этой заявке, тем более, что Гадрани недавно был, и скажет, типа, ребят, я пока травмирован, вот этого парня возьмите обязательно. Ну и давайте галопом пробежимся по Испании. Здесь у Георгия Мамардашвили не самая удачная неделя, вроде бы 0-0 с Осасуной, сыграл на 0, команда опять набрала очки, но знаете, это был не матч, это было какое-то снотворное. Вот не можете вы уснуть, включите Валенсия Осасуна. Там было 1,5 или 2 момента. Я не знаю, как там сам Георгий не заснул. Ну, ладно, на 0 сыграл, и то хорошо. Потом вот следующий выезд — это уже Реал Сосьедад. Ну, Сан-Себастьян, трибуны, понимаете, давление, вот это все. И там было 0-3. И знаете, самое страшное, что я видел, это статистику передач Георгия Мамардашвили. Кто-то из вас писал в комментариях, что ногами-то он не очень играет. И действительно, вот 64% точности, при том, что передач-то не так много и было. И вот, ну, не лучший показатель. Определенно Георгию есть над чем работать. А вот двое других парней, которые играют пока в секунде, можно сказать, что там как-то на порядок ниже уровень, но я бы тоже с этим поспорил. И вот эти парни, у них все в порядке. Георгий Качарашвили вышел на матч Леванте Альмерия. Альмерия, кстати, в порядке и один из лидеров секунды. И вот, знаете, первый тайм он как будто так решил посмотреть, а что будет? И была ничья 2-2. Вроде бы Леванте как-то повел, потом Альмерия вернулась, отыгралась. И тут он сказал: не, ребят, так дело не пойдет. Забрал мяч и уже на старте второго тайма прорвался так по флангу, сыграл там в стеночку и под перекладину как засадил. Знаете, это было еще круче, чем с Албанией, хотя вы можете с этим поспорить, но было очень красиво. Потом, спустя какое-то время, отдал еще одну голевую, выиграли 4-2, Качарашвили лучший игрок матча, я не знаю, может быть, он даже лучший игрок тура, но вот сегодня картинки разлетались, Леванте вообще в восхищении, Леванте на первом месте, все прекрасно, и я думаю, что для сборной Грузии, конечно, этот футболист тоже большое подспорье. Ну и молодой наш парень Георгий Цитаишвили, он
играет, наверное, не в такой сильной команде. Гранада сейчас там волочится где-то внизу и в третий раз подряд играет 2-2. Ну сколько можно, хочется сказать, 2-2, 2-2, 2-2. Квара. Ну хватит уже, ну научитесь играть по-другому. Сыграйте 3-3, 1-1, 0-0. Ну что? Ну опять 2-2. И Цитаишвили второй матч подряд отмечается результативным действием. В этот раз он забил сам, между прочим. В прошлый раз была голевая. И вот таким образом помогает команде набирать очки, хотя, честно говоря, хочется бы уже побед. На этом сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Знаете, честно скажу вам, что я уже буквально живу, как вот все эти футболисты, как моя семья, потому что каждый день какие-то матчи, и постоянно слежу, кто там как сыграл, стараюсь вам это все рассказывать. Поэтому, если вам нравится контент, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, отправляйте вашим родственникам, родным, друзьям. И я напоминаю, что здесь есть субтитры. Если вы не говорите на русском, на грузинском или ваши друзья, вы можете использовать субтитры на английском, на немецком и на других языках. Вообще это не проблема. Ну, а если футбол вам мало интересен, и вы смотрите просто мои видео из любви к Грузии, то давайте выпьем за ваше здоровье и за здоровье грузинского народа, потому что, знаете, то, как эта сборная играет в футбол, это просто невероятно. До новых встреч!